канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами обсудим самое зловещее предсказание Нострадамуса на 2024 год, который пророк считал одним из самых опасных в истории человечества. Узнайте о его предсказаниях, касающихся климатического кризиса, военного противостояния и возможных политических изменений. Также мы с вами разберем загадочное пророчество о 20-м дне Тельца и его возможные интерпретации. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Нам будет интересно. Итак, друзья, Мишель де Нотр-Дам, более известный как Нострадамус, родился 14 декабря 1503 года в маленьком французском городке Сен-Реми-де-Прованс. Он стал одним из самых известных прорицателей в истории человечества. Его предсказания, зашифрованные в таинственных катренах, продолжают привлекать внимание людей по всему миру, будучи источником множества интерпретаций и споров. Мишель де Нотр-Дам родился в семье богатых еврейских купцов, которые приняли католицизм. С юных лет он проявлял интерес к наукам и благодаря своим дедушкам получил основательное образование в области математики, астрономии и медицины. И в 1519 году Нострадамус поступил в университет Авиньона, где начал изучать гуманитарные науки, но из-за вспышки чумы учебу пришлось прервать. Позже он продолжил обучение в университете Монпелье, где стал доктором медицины. Но Нострадамус прославился как талантливый врач, успешно лечивший людей во время эпидемии чумы, опустошивших Европу в XVI веке. Его методы лечения включали строгие гигиенические меры, использование свежего воздуха и травяные настои, что было новаторским подходом для того времени. Нострадамус также был и сторонником здорового питания и активного образа жизни. В середине своей жизни Нострадамус начал интересоваться оккультными науками и астрологией. В 1550 году он опубликовал свой первый альманах, который содержал астрологические предсказания на каждый день года. Альманахи стали очень популярны и принесли ему известность как прорицателю. Вдохновленный этим успехом, Нострадамус начал работу над своим главным трудом «Центуриями». Самым известным трудом Нострадамуса являются его центурии. Это сборник пророчеств, состоявший из 942 катренов, это четверостишия, сгруппированных в 10 центурий, по 100 стихов в каждой. Эти катрены написаны в зашифрованной и метафорической форме, что делает их интерпретацию сложной и многозначной. Нострадамус утверждал, что его пророчество охватывает период до 3797 года. Нострадамус приобрел известность еще при жизни. Его пророчества вызвали интерес не только у обычных людей, но и у представителей власти. Королева Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II, пригласила Нострадамуса ко двору и консультировала с ним по вопросам будущего. Считается, что Нострадамус предсказал смерть короля Генриха II в турнире, что еще больше укрепило его репутацию. Пророчества Нострадамуса до сих пор привлекают внимание своей загадочностью и предполагаемой точностью. Многие его катрены интерпретировались как предсказания важных исторических событий, такие как Французская революция, восхождение Наполеона и Гитлера к власти, а также теракты 11 сентября 2001 года в США. Хотя некоторые из этих интерпретаций все-таки спорные и могут быть объяснены ретроспективной логикой, интерес к пророчествам Нострадамуса по сегодняшний день не угасает.
В наше время Катрены Нострадамуса продолжают исследовать и интерпретировать историки, астрологи и любители эзотерики. Их привлекает загадочная форма предсказания, оставляющая простор для множества интерпретаций. Каждое новое историческое событие вызывает новую волну интереса к трудам Нострадамуса, и исследователи пытаются найти в его Катренах указания на будущее. Пророчества Нострадамуса оказали значительное влияние на мировую культуру. Они стали источником вдохновения для многих художественных произведений, фильмов, книг и документальных фильмов. В литературе и кино его образ часто используется как символ загадочного прорицателя, чьи слова могут предсказать будущее. Его пророчества, зашифрованные в Катренах, с поразительной точностью предсказывали множество событий, как природных катастроф, так и политических потрясений. Эти предсказания стали объектом пристального изучения и множества интерпретаций. Катренами называются четверостишия, в которых Нострадамус закодировал свои пророчества. В своем главном труде «Центурии» Нострадамус собрал 942 Катрена, сгруппированных в 10 центурий, по 100 стихов в каждой. Эти стихи написаны на старофранцузском языке с использованием метафор, анаграмм и различных кодов, что делает их интерпретацию достаточно сложной и многозначной. Катренам Нострадамуса приписывают предсказания множества значимых событий в истории. Его пророчества охватывают широкий спектр тем, от природных катастроф до политических событий, войн и революций. Одним из наиболее известных аспектов пророчеств Нострадамуса являются предсказания природных катастроф. Он предсказал множество стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения и эпидемии. Например, в одном из своих Катренов Нострадамус предсказал великое землетрясение, которое разрушит западный мир. И вот что он написал: «7 дней великой тишины не будет слышно, земля дрожать будет под опустевшими башнями». Некоторые исследователи считают, что это предсказание может относиться к разрушительным землетрясениям, таким как землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году. Нострадамус также предсказал и изменения климата, и экологические катастрофы. В одном из своих Катренов он пишет: «Сухая земля станет еще более сухой, и будут великие наводнения». Это пророчество может быть интерпретировано как предсказание глобального потепления и связанных с ним климатических изменений, которые ведут к засухам и к наводнениям. Пророчества Нострадамуса охватывают и политические события, которые изменили ход истории. Одним из наиболее часто упоминаемых примеров является предсказание восхождения к власти Наполеона и Гитлера. Нострадамус описал великого лидера, который восстанет из бедности и завоюет большую часть Европы. Вот что он писал: «Император, рожденный недалеко от Италии, будет стоить слишком дорого для империи. Они скажут, что он видит будущее и будет править своим мечом до того, как всемирный монарх родится». Многие исследователи связывают это пророчество с Наполеоном Бонапартом, который родился на острове Корсика, недалеко от Италии, и стал императором Франции. Еще одно известное пророчество связано с Адольфом Гитлером. Нострадамус писал: «Из глубин Западной Европы младенец, рожденный бедными людьми, он своей речью соблазнит большую армию, его слава возрастет до самого Востока». Это предсказание часто интерпретируется как описание восхождения Гитлера, который родился в Австрии и стал лидером Германии, завоевав большую часть Европы и начав Вторую мировую войну. Нострадамус также предсказал и значительные изменения в религиозной и культурной сферах. В одном из своих Катренов он упоминает приход нового великого учителя. И вот что он пишет: «Из глубин Востока придет великий человек, известный благодаря своему учению. Он изменит весь мир своими словами и принесет новую веру». Некоторые исследователи считают, что это пророчество может относиться к приходу новых религиозных или духовных лидеров, которые изменят мировоззрение и верование людей.
Одним из самых пугающих предсказаний Нострадамуса является возможность Третьей мировой войны. В одном из своих кватренов он пишет: «Великая война начнется в большой стране. Железная птица упадет с неба, а два брата будут разорваны хаосом. И это начнется в великой новой стране». Многие интерпретаторы связывают это пророчество с возможным ядерным конфликтом, который может привести к глобальной катастрофе. Одним из ключевых пророчеств на 2024 год является климатический кризис, который, по мнению пророка, принесет множество бедствий. И вот что он пишет: «Сухая земля станет еще более сухой, и будут великие наводнения». И эти строки могут показаться противоречивыми на первый взгляд, однако они отражают современные тенденции изменения климата, которые мы уже наблюдаем с вами сегодня. Глобальное потепление вызывает экстремальные погодные условия по всему миру. Засухи становятся более интенсивными и продолжительными, что приводит к значительным последствиям для сельского хозяйства и водоснабжения. Одновременно с этим и усиливаются наводнения. Изменение климата влияет на погодные системы, вызывая более частые и интенсивные ливни, которые приводят к наводнениям. Эти события наносят огромный ущерб инфраструктуре, разрушают дома и приводят к потерям урожая. Наводнения также увеличивают и риск распространения болезней и создают дополнительные вызовы для общественного здравоохранения. Еще одно предсказание Нострадамуса, которое вызывает беспокойство, связано с появлением чумной волны и голода. В одном из своих кватренов он писал: «Чумная волна вызовет сильный голод». Эти слова указывают на возможность глобальной эпидемии, которая может привести к значительным потерям жизни и вызвать разрушение как экономических, так и социальных структур. Современные болезни показали, насколько уязвимо человечество перед лицом новых болезней. Пандемии могут легко распространяться по всему миру, особенно в условиях глобализации и плотной межконтинентальной связи. Голод, который может следовать за эпидемией, станет результатом разрушения сельского хозяйства и перебоев в поставках продовольствия. Чумная волна может привести к массовой гибели рабочих на фермах и в производственных цепочках, что может усугубить продовольственный кризис. В условиях голода страдают не только отдельные страны, но и целые регионы, что приводит к массовым миграциям и гуманитарным катастрофам. Предсказания Нострадамуса на 2024 год удивительным образом совпадают и с современными научными прогнозами. Ученые предупреждают о все более экстремальных погодных условиях, связанных с глобальным потеплением. Засухи и наводнения уже стали реальностью для многих регионов, включая Африку, Австралию, Южную Америку и Европу. Кроме того, угроза новых пандемий остается актуальной. Распространение инфекционных заболеваний показало, как быстро может распространяться болезнь в современном мире. Одним из наиболее тревожных предсказаний на 2024 год является возможное военное противостояние между США и Китаем. В своих кватренах Нострадамус писал: «Бой и морской бой. Красный противник побледнеет от страха, наведя ужас на Великий океан». Эти правдостройки вызывают множество интерпретаций, но большинство исследователей сходятся во мнении, что речь идет о крупном военном конфликте, который затронет мировые державы. Китай и США уже много лет находятся в состоянии стратегического соперничества. Оба государства имеют значительные военные ресурсы и влияние в различных регионах мира. Китай, стремясь расширить свое влияние в Тихоокеанском регионе, активно наращивает военно-морской потенциал и укрепляет свои позиции в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжают поддерживать свои традиционные альянсы и военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пророчество Нострадамуса о бое и морском бое может указывать на несколько возможных сценариев конфликта между США и Китаем. Одним из самых вероятных очагов напряженности считается Южно-Китайское море. Китай претендует на значительные участки акватории, что вызывает протесты соседних стран и беспокойство международного сообщества.
Военное столкновение в этом регионе может быть вызвано спорными территориальными претензиями. Тайвань всегда был точкой напряженности между Пекином и Вашингтоном. Китай считает Тайвань частью своей территории и не исключает силового сценария для его присоединения. А США, в свою очередь, поддерживают Тайвань и обещали защитить его в случае нападения. Конфликт может начаться не с прямого военного столкновения, а с экономических санкций и кибератак, которые быстро перерастут в открытые военные действия. Возможное военное противостояние между США и Китаем приведет к значительным геополитическим изменениям. Во-первых, военные действия дестабилизируют регион, вызывая экономические и гуманитарные кризисы в соседних странах. Страны, соответственно, будут вынуждены выбирать стороны, что приведет к формированию новых альянсов и возможным конфликтам среди союзников. Военный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира нанесет серьезный удар по глобальной экономике, вызвав рецессию и тем самым нарушение международной торговли. Современные отношения между США и Китаем уже сейчас характеризуются высокой напряженностью. Торговые войны, дипломатические конфликты и военные учения становятся все более частыми. Военные аналитики и политологи предостерегают о возможности эскалации конфликтов в ближайшие годы. Пророчество Нострадамуса на 2024 год включает в себя и политические изменения, которые могут кардинально изменить облик мировых лидеров. Одно из наиболее загадочных и значимых пророчеств касается короля островов и смены Папы Римского. И в одном из катренов Нострадамус упоминает следующее: «Король островов будет изгнан силой человеком без признаков короля». Исследователи считают, что речь идет о Карле III, нынешнем короле Великобритании. Его правление началось после смерти королевы Елизаветы II, и уже с первых дней оно сопровождалось множеством трудностей и противоречий. В последние годы монархия Великобритании, к сожалению, столкнулась с серьезными вызовами, включая скандалы в королевской семье и недовольство общественности. Возможно, изгнание человек без признаков короля может быть членом королевской семьи, который не имеет прямого права на трон. Например, принц Гарри, который отошел от своих королевских обязанностей. Не исключено, что на трон Великобритании будут претендовать внешние силы или представители других стран, которые стремятся усилить свое влияние на международной арене. Усиление республиканских настроений среди населения Великобритании также может привести к революционным изменениям и требованию упразднения монархии. Еще одно предсказание Нострадамуса касается католической церкви, и он писал: «Римлянин сменит 86-летнего папу». Эти слова часто интерпретируются как указание на возможную отставку или смерть папы Франциска, которому сейчас действительно 86 лет. Вполне вероятно, что в 2024 году произойдет значимое событие в Ватикане, которое приведет к выбору новому папы. Папа Франциск не раз заявлял о своих проблемах со здоровьем, и многие считают, что он может добровольно уйти с поста, чтобы дать дорогу более молодому и энергичному лидеру. Папа Франциск провел множество реформ, направленных на модернизацию церкви и борьбу с коррупцией. Эти реформы вызвали как поддержку, так и сопротивление внутри Ватикана. В результате может возникнуть необходимость смены лидера. Новый папа может предложить и новый курс для католической церкви, сосредоточившись на современных вызовах, таких как изменение климата, социальное неравенство и межрелигиозный диалог. Одно из самых загадочных и тревожных пророчеств Нострадамус связано с 20-м днем Тельца. В своем Катрене Нострадамус написал: «В 20-й день Тельца солнце потрясет землю, большой многолюдный театр рухнет, воздух, небо и земля потемнеют и станут туманными». Эти строки наводят на множество размышлений и интерпретаций, поскольку они описывают нечто масштабное и катастрофическое.
Первая и самая очевидная интерпретация касается природных катаклизмов. Под «Солнце потрясет Землю» может подразумеваться мощное землетрясение или извержение вулкана, которое вызовет разрушительные цунами. Землетрясения такой силы могут не только привести к огромным человеческим жертвам и разрушениям, но и изменить климатические и экологические условия на планете. Примером тому служат землетрясения в Японии и Индонезии, которые сопровождали цунами и уносили тысячи жизней. Другие исследователи видят в Катране Нострадамуса намек на необычайно сильную солнечную активность. Под «Солнце потрясет Землю» могут подразумеваться солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые способны вызвать геомагнитные бури на Земле. Такие события могут вывести из строя электрические сети и спутниковые системы, что приведет к глобальным технологическим сбоям. Современные ученые уже предостерегают о возможности таких событий, известных как эффект Вальдмайера. Эти бури могут не только отключить коммуникации, но и вызвать долгосрочные изменения в магнитном поле Земли. Третья и самая пугающая интерпретация связана с возможностью ядерного взрыва. Под большой многолюдный театр рухнет можно подразумевать разрушение крупного города или объекта с массовым скоплением людей. Ядерный взрыв приведет к образованию радиоактивного облака, которое затмит Солнце и вызовет потемнение воздуха, неба и Земли. Это приведет к долгосрочным экологическим и климатическим последствиям, известным как ядерная зима. Пророчество о 40 лет радуга не появится может указывать на продолжительный период радиационного загрязнения и его влияния на атмосферу. Современные исследователи и историки продолжают изучать и интерпретировать предсказания Нострадамуса, пытаясь связать их с текущими событиями и будущими возможностями. Многие Катраны Нострадамуса можно интерпретировать по-разному, и каждый раз они находят свое отражение в новых исторических контекстах. Например, предсказания о сухой земле и великих наводнениях можно связать с глобальными изменениями климата, которые и уже происходят в нашем мире. Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, такие как ураганы, наводнения и засухи, подтверждают актуальность этих предсказаний. Предсказания о солнечной активности наводят подтверждение и в современных научных исследованиях. Ученые предсказывают, что в ближайшие годы мы можем столкнуться с сильными солнечными бурями, которые способны нанести серьезный ущерб инфраструктуре и привести к глобальным сбоям в коммуникациях и энергетических системах. Эффект Вальдмайера и другие научные теории предупреждают нас о возможных катастрофических последствиях солнечных бурь, и это делает предсказания Нострадамуса еще более актуальными. Пророчества Нострадамуса простираются далеко за пределы его жизни и охватывают период до 3797 года. Этот длительный временный интервал внушает оптимизм относительно выживания человечества, несмотря на все трудности и испытания, предсказанные великим пророком. Нострадамус предсказывал множество глобальных изменений, которые могут произойти в течение следующих столетий. Эти пророчества касаются как природных катастроф, так и социальных и политических трансформаций. Нострадамус предсказал значительные изменения климата, включая периоды экстремальной жары и холода, засухи и наводнений. Эти природные катаклизмы могут существенно повлиять на жизнь на Земле, приводя к миграциям и изменениям в сельском хозяйстве. Пророк предсказывал и крупные землетрясения и извержения вулканов, которые могут действительно изменить географический ландшафт и вызвать массовые разрушения. Эти катастрофы будут напоминанием о хрупкости человеческой цивилизации перед лицом природных сил. Нострадамус предсказывал и частые смены лидеров и правительств, что может быть связано с революциями, войнами и политическими кризисами. Эти изменения будут отражать стремление человечества к лучшей жизни и более справедливому обществу. В его Катранах также упоминаются социальные движения и реформы, которые могут привести к значительным изменениям в структуре общества. Борьба за права и свободы будут продолжаться, и новые поколения будут стремиться к улучшению условий жизни.
Нострадамус не обошел стороной и тему технологического прогресса. В его пророчествах можно увидеть намеки на достижения, которые изменят мир до неузнаваемости. Пророк предсказал, что наука и техника будут продолжать развиваться быстрыми темпами. Это приведет к появлению новых технологий, которые изменят нашу повседневную жизнь и позволят решить многие из стоящих перед человечеством проблем. Нострадамус также предсказывал и значительные успехи в области космических исследований. Люди будут стремиться к исследованию и колонизации других планет, что откроет новые горизонты и возможности для выживания и процветания. Пророчество Нострадамуса также касается духовного развития человечества и появления новых религий и духовных учений. Пророк предсказывал, что человечество вступит в новую эру духовного просвещения, когда люди будут стремиться к внутреннему росту и гармонии с окружающим миром. Это приведет к появлению новых философий и религиозных движений. В будущем наука и религия могут найти точки соприкосновения, что приведет к более глубокому пониманию Вселенной и места человека в ней. И вы знаете, это будет способствовать развитию гармоничного общества, в котором наука и духовность будут дополнять друг друга. В течение следующих столетий границы государств будут изменяться, возникнут новые союзы и альянсы. Мир станет более глобализированным, и взаимодействие между народами будет только усиливаться. Нострадамус предсказывал, что человечество будет продолжать эволюционировать не только физически, но ментально и духовно. Это приведет к появлению новых форм сознания и понимания реальности. Пророчества Нострадамуса остаются актуальными и по сей день, несмотря на их туманность и многозначность. Они служат напоминанием о неизбежности изменений и необходимости быть готовыми к любым вызовам. Пророчество о природных катаклизмах и социальных потрясениях напоминает нам о хрупкости нашей цивилизации и важности бережного отношения к природе и друг к другу. Пророчество о духовном просвещении и технологическом прогрессе побуждает нас стремиться к гармонии и устойчивому развитию. Мы должны использовать науку и технологии для улучшения качества жизни, не забывая при этом о духовных ценностях и этических принципах. Изучение пророчеств Нострадамуса помогает нам с вами лучше подготовиться к возможным будущим вызовам и катастрофам. Мы должны быть готовы к изменениям и искать пути к их преодолению. Пророчества Нострадамуса всегда вызывали интерес и споры. Его предсказания на 2024 год, полные мрачных предзнаменований и предупреждений, заставляют нас задуматься о будущем. Независимо от того, верим ли мы в его пророчества или нет, они служат напоминанием нам о хрупкости человеческой цивилизации и необходимости бережного отношения к миру вокруг нас. Несмотря на все предсказанные катастрофы и бедствия, важно помнить, что Нострадамус предсказывал период аж до 3797 года, что внушает оптимизм относительно выживания человечества. Его пророчества охватывают широкий временный интервал, и это дает нам надежду на то, что мы сможем преодолеть все трудности и испытания. Предсказания Нострадамуса напоминают нам о важности подготовки к возможным будущим вызовам. Но мы должны быть сами готовы к изменениям, стремиться к гармонии и устойчивому развитию, использовать науку и технологии для улучшения качества нашей жизни. Мы надеемся, что это видео помогло вам лучше понять пророчества Нострадамуса и их возможное влияние на наше будущее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях. Как вы думаете, насколько реалистичны предсказания Нострадамуса? Что нам нужно делать, чтобы подготовиться к будущим вызовам? Друзья, благодарим, что вы были с нами сегодня. Помните, что будущее зависит от каждого из нас. Вместе мы сможем сделать мир намного лучше и справиться с любыми испытаниями. До новых встреч!